Азиатка бежит от вас домой к маме. Кто покупает билет? Авиабилет домой для азиатки. Азиатка возвращается домой. Допустим, азиатка приехала к вам с вещами и делит с вами постель. Живет с вами, готовит вам еду, ну и все такое в том же духе. У вас вроде бы появилась своя собственная азиатская жена. Но женщина все равно может однажды от вас свалить. Или вы решили ее отправить в освояси, например, наелись экзотики досыта и поняли, что с вас хватит. В своих статьях про отношения с азиатками я регулярно говорю о таких вещах. Сразу примите, да, так бывает. Причины могут быть любыми, но не о них сейчас речь. Итак, она сваливает. Кто покупает ей билет домой? Билет для азиатки. Для меня как-то все логично. Билет покупает мужчина. Но что для меня очевидно, для кого-то невероятно. Читатель спросил, а она сама покупает себе билет, если решила уехать? Ну типа если валит, пусть сама оплачивает возвращение свое счастливое никуда. Оно понятно. Раз не сложилось, нефиг на нее ресурсы тратить. Не понравилось, пусть проваливает куда хочет. Ну, тут все-таки мужчина приглашающая сторона. Надо понимать, что большинство таких женщин из явно небогатых семей. Ей может быть просто не на что возвращаться. Сохраняйте лицо и до конца оставайтесь человеком. Бывает и так, отношения не складываются, даже когда мы пытаемся. Если не сложилось, доведите дело до конца. Все-таки плохая эта идея выкинуть человека на улицу, как надоевшую собаку. И собаку-то плохо, а уж человека тем более. Эх, о чем я сейчас? Высокие материи сейчас неинтересны. Тогда объясню, почему выгонять вашу азиатскую подружку на улицу все-таки не стоит. И заинтересован в тихом решении вопроса именно мужчина. Почему билет все-таки стоит купить? Начнем с того, что если женщина решила возвращаться, вряд ли она будет действовать прямолинейно. Скорее, она аккуратно прозондирует почву. Например, сообщит, что она так счастлива, просто как никогда в жизни. Но кто-то из родни заболел, и ей срочно нужно домой. Логично? Нормально? И тут никак не проверить. Придется пойти навстречу. А там она или вернется, или исчезнет с концами. А вот если вы упретесь, девушка может начать воровать. Будет у вас помалу тырить денежки. Или сразу утащит что-то серьезное, пока вы на работе. Ноутбук, телевизор, куртку заграничную, 3 куртки. Продаст и свалит. Вариантов тут много. Сомневаюсь, что вам нужно что-то такое. Может тогда просто выкинуть ее на улицу? Эта идея еще хуже. Выкинуть на улицу – идея еще хуже. Мы живем в 21 веке. Полно организаций, которые помогают людям в подобных случаях. Есть национальные диаспоры. В той же Москве достаточно вьетнамцев или камбоджийцев. И это у нас принято, что каждый сам за себя. У азиатов друг другу реально помогают. И хорошо, если они просто скинутся на авиабилет домой. А если приедут к вам на разборки? Начнут мстить. Банально встретят вас возле дома и что-нибудь вам сломают. Допустим, вы выкинули ее на улицу. Через какое время она попадет в полицию? И сколько минут пройдет, пока полиция выяснит, что это вы ее пригласили в наши дружелюбные края? Полчаса? Час? А ведь бывшая ваша азиатка очень просто может полиции заявить, что вы ее заманили обманом. А тут насиловали, заставляли заниматься проституцией, да что угодно. У нее возьмут образцы вашего генетического материала, и вот вам уже светит до 6 лет лишения свободы по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Неожиданно? Или по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» до 5 лет лишения свободы. Кстати, сроки складываются. То есть по максималке по этим двум статьям наш самый справедливый суд в мире может назначить вам до 11 лет. А теперь представьте, что у вас был скандал и расставание с битьем тарелок. Вы выкинули ее за дверь за шиворот, и у нее остались синяки. Полиция зафиксирует побои. К обвинению в изнасиловании добавят смягчающие обстоятельства в виде применения силы и угрозы жизни. А это до 10 лет лишения свободы только по одной статье. Прочувствуйте на своей шкуре мстительность азиатов. То, что у нее нет денег, не значит, что она не сумеет вам отплатить. И все из-за того, что вас задушила жаба купить для нее обратный билет. Кто виноват? Только вы сами. И проводить до самолета за ручку. Отношения вообще штука такая, сложная. Не получилось? Завершите достойно и сделайте для себя выводы. Это вы ее отправляете или она сама собрала вещи? Купите ей билет домой. Прежде всего это в ваших интересах. И тут разумно проводить ее в аэропорт. Не пропустите момент, когда она помашет вам ручкой с другой стороны пограничного барьера. Зато вы будете уверены, что не будет других последствий от не получившихся отношений. А дома посмотреть вокруг свежим взглядом. Ничего не пропало.
С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.